что, если бы двух новорожденных горилл оставили одних, и именно те животные, которых все боятся больше всего, стали причиной их выживания? Малыши были крошечными и слабыми. Даже поднять голову для них было тяжело. Они держались рядом, потому что разлука означала почти верную смерть. Они не понимали, куда исчезла их мать и почему она не возвращается. Все, что им оставалось, медленно ползти вперед и надеяться, что опасность их не заметит. Они двигались короткими, изможденными рывками, больше волоча тела по земле, чем идя. Один из малышей споткнулся и тихо пискнул, звук страха, застрявшего в горле. Второй тут же прижался к нему, словно это было последнее безопасное место в мире. Они не искали еду или тепло, они искали причину жить. И вдруг перед ними появилась львица. Она остановилась так резко, что малыши замерли. У них не было ни скорости, чтобы убежать, ни сил, чтобы защищаться. Львица смотрела на них спокойно, будто решая их судьбу. Казалось, это конец. Но она не напала. Вместо этого она приблизилась и осторожно обнюхала их. Малыши дрожали, ожидая боли, но ее не последовало. Львица не рычала, не проявляла агрессии. Она легла рядом, словно выбрала их охранять. Вскоре подошли ее львята, любопытные, не понимающие опасности. Один из них потянулся лапой к гориллам, но львица резко остановила его. Детеныши сели рядом и наблюдали. Львица держала свое тело между малышами и внешним миром, как живой щит. Она больше не была охотником, она стала защитником. Но испытание только начиналось. Тишину разорвал тяжелый рык. Появился самец льва. Он двигался спокойно и уверенно, как настоящий хозяин. Его взгляд сначала остановился на львице, потом на львятах и, наконец, на гориллах. В его глазах не было любопытства, только холод и раздражение. Чужаки рядом с его семьей были либо угрозой, либо оскорблением. Он шагнул вперед. Львята сразу отступили. Малыши-гориллы замерли, чувствуя приближение опасности. Все вело к одному, к неизбежному концу. Но в этот момент львица поднялась и встала между ним и малышами. Она не отступила. Ее поза была твердой, взгляд прямым. Это уже было не просто защитой. Это был вызов. Самец начал обходить ее, выискивая слабость. Но она каждый раз перекрывала ему путь. Малыши дрожали, прижавшись к земле. Напряжение росло. Еще шаг, и львица ответила глухим предупреждающим рыком. И вдруг все изменилось. Воздух прорезал другой звук. Мощный, глухой удар в грудь. Не львиный. Самец замер. Даже он почувствовал эту силу. Из зарослей вышел огромный самец гориллы, серебристоспинный. За ним следовала группа. Они двигались спокойно, но уверенно. Его взгляд сразу нашел малышей. Он подошел ближе, осторожно поднял их и прижал к себе. Они мгновенно вцепились в него, словно ждали этого момента все время. Группа сомкнулась вокруг него, образуя живую стену. Это было предупреждение без слов. Самец льва не двинулся. Он понял, эта схватка не гарантирует победы, только последствия. Львица осталась на месте. Она больше не выглядела агрессивной. Скорее, спокойной. Словно знала, помощь пришла. Гориллы начали уходить, унося малышей в безопасность. Лев долго смотрел им вслед, затем отвернулся. В этот раз он не победил. Львица легла рядом со своими детенышами. Она не выглядела ни гордой, ни виноватой, просто тихой и уставшей. И так произошло невозможное. Две жизни, которые должны были закончиться за секунды, были спасены. Природа не изменила своих законов навсегда, но на одно мгновение нарушила их, потому что иногда выживание зависит не от силы или скорости, иногда от милосердия.